Турция всегда ненавидела Россию и Западом использовалась для провоцирования всех войн. Во всех войнах на юге участвовала Турция всегда против России. Во всех мировых войнах она была с Западом. И сегодня НАТО еще ничего не забрало, говорит, Турция права. И не надо говорить, что Турция против кого-то выступила. Она цепной пес НАТО и США. Она все делает по заказу из Вашингтона. Это трусливые кочевники, которые случайно из-под Ташкента 5 веков назад прорвались в Византийскую империю, которая балы проводила. Она думала, цивилизация, не знала, что на Востоке враг. Мы-то знали, нас монголы 300 лет нас держали. А Византийскую империю никто. Она как девственница, смотрит, скачут на лошадях, кочевники. Ну, может, погуляют, да уйдут обратно. То есть всегда она ненавидела нас. И цари русские проводили правильную политику. Душили, давили, из Азова выгнали, с Черного моря выгнали, с Молдавии выгнали. И добить хотели. Конница Дибича шла с запада на Стамбул. Юденич шел с востока. Большевики ваши остановили, большевички. Советская власть дала Ататюрку, лидеру турецких республиканцев, деньги, оружие, золото. Греки, чужими руками, греки и итальянцы уже шли добивать турок. Все, Турции не должно быть уже 90 лет. Советская власть спасла ее. А теперь они в могилах лежат у Красной площади, а наших летчиков сбивают. Поэтому с Турцией нужно заканчивать. И что нужно сделать? Чужими руками. Армяне ненавидят турок. Если мы им разрешим начать освобождать свои западные территории, то это не мы начинаем какую-то войну. Армяне с удовольствием это сделают. Они это сделали уже в 2018 году. Опять Москва не помогла. Встала на сторону турок. Вот. Поэтому курды ждут нашей помощи. Если мы скажем курдам турецким, что мы признаем их независимость, это 20 миллионов. Столица у них уже известна, Диярбакыр. То есть Восточной Анатолии нету. Все. Она будет отрезана. Будет независимый Курдистан и большая Армения. Греки мечтают выгнать турок с Кипра и продвинуться по Македонии дальше. Болгары мечтают. То есть турки всем насолили, все их ненавидят, и они Вену осаждали. И поляки спасли Вену, и русская армия в Молдавии пришла в наступление. Поэтому Турция сегодня, она хочет, что теперь делать Турция? В Европу не принимают, тогда знамена какие там? О, исламские. Исламский халифат, и мы будем так же. И Эрдоган поворачивает политику в поддержку исламского мира. Сейчас. Но они наиболее мощная страна, остальные слабые. Вот они ждут, чтобы ИГИЛ ему выгоден. ИГИЛ почему? Чтобы потом всю территорию захватить. Сейчас, вот я говорю, это нужно делать. Чтобы это делали армяне и курды. Советская власть, вот единственный плюс, стала поддерживать курдов. Курдская рабочая партия. От турок ничего бы не осталось. Приезжал сюда лидер курдов турецких Абдулла Оджалан. Покойный Примаков испугался. Говорит, нас обвинят, что мы поддерживаем терроризм. Ну вот теперь что нас бомбят. Нас бомбят, нас уничтожают. И в Египте самолет упал, и здесь. То есть нужно было оставить его здесь. И он бы из Подмосковья руководил бы курдскими боевыми отрядами. И от Турции вообще ничего не осталось. Вот сегодня нужно экономические связи сворачивать, посла турецкого выгнать из Москвы и помочь курдам и армянам начать освобождение курдских и армянских земель. Жестко. Поймите, не может страна НАТО отправить по приказу сбивать истребитель чужой, если это не согласовано. Действует куча статей и процедур внутри этого дела. НАТО, значит, Соединенные Штаты. Это немыслимо, чтобы президент Турции сам послал свой истребитель, отдал приказ уничтожать российский самолет при противостоянии России и НАТО, которая есть и все время нарастает. Поэтому я думаю, что это спланированная операция, согласованная заранее, и размен, и сделка уже состоялись. И Турция невероятно важна для Соединенных Штатов и для коалиции ровно в той роли, в которой она сейчас оказалась. Потому что следующим шагом нужно заблокировать проливы. И у нас должен быть конфликт с Турцией для этого. Поэтому проливы нужно заблокировать, чтобы ослабить нашу группировку в Сирии радикально. Следующим шагом Турция должна начать активные действия в Крыму, где полно ее спящих агентов со времен Украины. И мы об этом знаем прекрасно. Следующие действия – это Закавказье. И следующие действия – это наша Средняя Азия. Вот все это позволяет использовать Турцию по полной программе против России в случае наличия между нами конфликта. Сделано так же, между прочим, как была начата так называемая АТО на Донбассе.
Никаких переговоров, никаких предупреждений. Сразу огонь, который должен создать непреодолимые противоречия и непреодолимую ситуацию конфликта. Фактически казус белли. Поэтому я считаю, что все это действие было санкционировано и, может быть, даже сделано по прямому приказу или торгу со стороны Соединенных Штатов. Как избитый самолет в Синае. Самолет гражданский в Синае – это тоже план борьбы с Россией. Просто так никто Это бы ничего не очевидно, сбил. это очевидно. Это договорились со спецслужбой, пропустили товарища. Согласен, мы подложил. это обсуждали. Я Это согласен. все сценарий, сценарий.